Всем привет! Добро пожаловать обратно в дневник дизайнера. У нас на повестке новая серия. Мы будем исправлять ошибки прошлого, точнее бороться с багами, которые у нас возникли в нашей игре, потому что после того, как я пожаловалась на то, что у меня кое-какие проблемки с ремонтом, некоторые из вас написали, что у них то же самое. То есть это, ну, короче, в игре это проблема, а не в моих кривых ручках. Мне немножечко обидно за игру, но приятно, что это не я виновата. Так вот, ошибки прошлого в том плане, что мы в прошлой серии пытались построить новую комнату в квартире. У нас это не получилось, игра нам этого не дала. В этот раз мы будем опять добавлять новую комнату, но уже в доме. И я надеюсь, у нас это получится. Наша прекрасная Ханна ловит ладошками первые капли дождя, как видите. Идет дождик. Мы, кстати, в этом городочке, который пришел к нам с дополнением «Снежные просторы». Вот. Как вы помните, я самый склерозный ютубер, симошный строитель, который не знает названий городов. В общем, вот новый городочек, и я, кстати, редко в нем играю, но у меня старшая сестра проходила здесь челлендж. Ну, как-то вот я не ходила по нему и не ходила по готовым домам. Вот как раз посмотрим. Но и плюс тут определенная тематика, то есть нам не нужно будет сильно ломать голову над стилистикой этого дома, этой ванной, по-моему, которую нам предстоит построить. Так, давайте посмотрим все-таки, что нам нужно строить. Нам нужна дополнительная комната, просто комната. Нам за это заплатят всего 800 симиллионов, и бюджет у нас всего 2000. Учитывая то, что это дополнительная комната, я так понимаю, нам на 2000 и как бы все. Это все, на что мы можем рассчитывать. Но здесь уже есть ребенок. Он у нас клиент. Но, я так понимаю, вот этот наш дом, да? Да. Давайте сразу зайдем. Не будем сразу с ребенком общаться, потому что нам в любом случае нужно заходить. Так дождик мило капает. И такой шум, я так люблю это дело. Так, мы заходим. Красивые, конечно, у них дома. Так, все в зимней экипировке такие. Это Дженна, это женщина. И босичком. Все обставлено вот с новым набором. Ну как, на тот момент новый набор, который пришел с этим городом. Слушайте, вот в темном цвете я практически никогда не использую этот комод. Он так круто смотрится, нужно запомнить. И, кстати, я все время забываю про вот эту картинку, которая есть. Она тоже такая стильненькая, простая. Именно не картинка, а какая-то как рецепт здесь. Прикольно смотрится. В общем, постоянно открывает для себя что-то новенькое. У них, кстати, здесь... я помню этот дом. Что-то я в этом доме делала. То есть меня поразило, что... Вот видите, вход. Ну, то есть и вот еще выход. Или вход, или выход. Ну, короче, у них тут со всех сторон. И здесь такой классный задний дворик у них сделан. Смотрите, как красиво. Здесь светяшечки такие, камушки. Очень стильно, очень стильно. Мне очень нравится. А тут, получается, да, видите, часть закрытого этого двора. Здесь открытый двор, частично открытый. Ну, в общем, какой-то очень сложно сочиненный. А что у нас? У нас осень, вот что все переодеты. И Ханна, кстати, переодета. Это у нее теплое. Так, ну, вот 2 клиентов мы уже нашли. У нас будет еще? Да, вот еще. У нас, видимо, мужчина. И все, я так понимаю. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь получается детская. Вот у нас 2 ребенка, кстати, должно быть, видите, 2 детских и вот 1 взрослая спальня. Master bedroom. Еще смотрите, как интересно. Тут есть разделение туалета и ванны, что очень не характерно, в принципе, для построек в Sims 4, потому что это не характерно для американцев. У них вообще нет такого понятия, как раздельные ванны, у них есть только понятие 2 ванны, как бы, в котором, там, возможно, все-таки в одной ванной там только туалет или там душевая кабина или что-то такое. Но вот такого вот конкретного разделения у них вообще, ну, не привыкли они к этому, так сказать, у них это не заложено. Я так понимаю, они даже, ну, как бы не представляют, что такое возможно, а тут прям сделали. Так интересно, что на них повлияло. Слушайте, я никогда не замечала, что в этом душе есть полочка. Смотрите. Что-то я никогда не обращала внимания. Так, у нас сегодня серия открытий. Ксения Вячеславовна удивляется очевидным вещам. Ну, давайте начинаем общаться. Нам в любом случае надо со всеми разобщаться. Вежливо познакомься сейчас. Я думаю, малыш к нам подтянется. Что там уже? Что-то Ханна очень долго не хотела знакомиться с этой женщиной. Женщина в дискомфорте. Ребенок куда-то уже убежал за это время.
Давайте попробуем поговорить с этой барышней. А потом дальше переместимся к другим членам семьи. Может, они нам что-то расскажут. Обсуждай, пожалуйста, тренд. Кстати, видите, они вдвоем босичком. Это так странно, потому что у меня вот, да, это в доме старшей сестры. У меня тоже там есть такая табличка. Вот, все босиком ходят. В общем, там тоже есть такая табличка, но там у меня все ходят в тапочках, в специальных тапочках. То есть, когда там даже посторонний человек заходит, они там специальные тапочки одевают. То есть, босиком мне никто не ходит. Так, стоп. У нас есть нравится фитнес и не нравятся танцы. Интересно, прям мне интересно. Может быть, мы познакомься, пожалуйста, с ним. Может быть, мы тогда сделаем спортзал, раз им нравится фитнес. Нужна дополнительная комната, и что-то у меня есть такое впечатление, или, как это сказать, предчувствие, что можно будет делать только на первом этаже. Почему-то они часто ограничиваются именно первым этажом. Вот, нет, она от него чуть ничего не узнала. У нее там, кстати, очков влияния, она может выборы просто какие-то... Так, у нас праздник урожая, он не мешает. Так, про любимые дизайны, пожалуйста, спроси. Вот, и мальчонка пришел. Слушайте, они, конечно, в этой экипировке, ну, это, получается, со снежными просторами пришло, и это, видимо, зимние костюмы, но они в них и дома ходят, это смотрится очень странно. Я из этого, кстати, вот зимние костюмы, когда выбираю для своих стимеров, я редко выбираю какие-то прям куртки, какие-то шапки, ну, прям такое что-то теплое-теплое, если они такие игровые симы, потому что я прекрасно понимаю, что большую часть времени они будут проводить в помещении, как бы они вот в этой всей экипировке будут находиться в помещении. И мне кажется, ну, блин, ну это странно, особенно эта женщина в очках такая сидит, как будто она только что спустилась по склону. А что это такое-то? Так, от мужчины я ничего не добилась. Давай иди к мальчику общайся. А, нет, добилась. Мне не нравится готовка. Ну, давайте как-то что-то иначе, я думаю, надо делать. В общем, я их еще не по одному разу поспрашивала. Каждого из них ничего не поменялось. Так, не надо было в столик заходить. Я думаю, это больно и неприятно. Давайте я с ними буду прощаться, потому что в итоге у нас нужна дополнительная комната, но у нас есть... Им не нравятся танцы. Им нравится фитнес и кулинария. Но по ходу как бы мне сообщила только женщина какие-то свои пожелания. Вот этот товарищ мне, вот, по-моему, про кулинарию сказал, а мальчик ничего не сказал. Но у нас же есть, скорее всего, еще один... Мне кажется, еще девочка у них должна быть. Видите, по интерьеру, мне кажется, это все-таки девчонка у них еще есть. И она, блин, припрется на осмотр и скажет: ой, а я это не хотела, а я вообще совсем другое хотела. У меня такое впечатление, если честно. Я надеюсь, я ошибаюсь. С другой стороны, я, честно, тут голову ломаю. А где здесь комнату строить? Здесь все так логично, все так красиво. Слушайте, опять туалет отдельно. Это прям что-то за гранью фантастики. Ну, серьезно. Насколько я помню, здесь дома строили эти не приглашенные, как... Блин. Ну, короче, блогеры, крупные блогеры по семейным постройкам. Ну, очень классно, очень круто, все очень гармонично. Как мне вообще тут что-то делать? Тут все как бы красиво сделано. Я сейчас припрусь со своим. Вот, смотрите, какой постаментик здесь крутой. Все так круто выглядит, и я вот сейчас влезу, блин. Надеюсь, у нас только первый этаж возможен. Будет второй. Ладно, давайте... Непонятно вообще, где делать фотки до. Если честно, не знаю. Но, кстати, как вариант, можно вот эту комнату немножко расширить, что-нибудь отодвинуть. Давайте тогда я сделаю здесь фотки до, а дальше будем смотреть уже по условиям, которые у нас вылезут в режиме строительства. Так что встретимся в режиме строительства, а лично пообщаться мы встретимся только после ремонта.
Ну что ж, ремонт закончен. Мне кажется, это был вообще самый-самый-самый быстрый ремонт вообще в моей жизни. Но мы, кстати, смогли это сделать. Мы смогли, ну, типа, добавить комнату. Я немножечко расширила существующую комнату и просто добавила перегородку, но это было возможно. То есть все было доступно, все было окей. Мне кажется, прошлый раз просто была проблема в том, что это была квартира, и ну, либо это прям баг был, такой баг, либо не прописанность добавления комнаты в квартире, в общем, непонятно. В этот раз все случилось. Как и в прошлый раз, когда я общественный участок хотела переделать, первый раз у меня была проблема, второй раз все отлично. Я могу вам очень быстро показать ремонт за счет того, что у нас было из пожеланий только фитнес и из непожеланий готовка и еще что-то. Ну, короче, я решила и маленький-маленький спортзальчик сделать. А где эта штука? Эй, вот. И вот такая штука. Ну, то есть беговая дорожка, и все, что осталось, вот ушло, я немножечко украшений сделала. И как бы все, потому что у нас было 2500. Мы в них местились, и на этом все закончилось. Вот, давайте тогда приглашать наших, кого наших? Участников, клиентов на просмотр. И делаем ставки. У нас появится еще один клиент или нет? Так, ну что? Она через эту дверку прошла. Интересненько. Наверное, они будут проходить. У меня, кстати, ноутбук начал просто нещадно, нещадно тупить. Не знаю, тоже что-то не очень понравился этот ремонт и вообще все, что здесь творится. Ни с того, ни с сего начал как-то очень странно работать. Вот. Что печально и что неприятно. Так, появился. Я была права. Так, у нас еще одна девочка. Я Вага. Обращайтесь за этими прорицаниями. Я буду гадать на Симсах, появится новый персонаж или нет. Видите, я была права. Почему я всегда права? Так, давай презентую уже свой этот супер-мега-шмега ремонт. Супер огромную новую комнату. Вот реально, наверное, был самый быстрый ремонт, потому что он в реальной этой жизни занял очень мало. Я вам в ускоренном его покажу, это же вообще будет 2 секунды. Давайте уже идите. Что-то они как-то иногда бывают, застревают в этом моменте. Что? А почему так? Я же хотела нормально, я хотела их послушать, мне интересно. Мне, конечно, спасибо, что вы мне заплатили, все прекрасно, но вы же видели, что я хотела сделать нормально. Останьте на участке, пожалуйста, как обычно. Так, во-первых, спасибо за прекрасную работу, да. Давайте почитаем. У нас повышение, дизайнер жилых помещений. Хана получает повышение, а также получает премию. Слушайте, можно там наш домик немножко доделать. Теперь она может находить более сложные опять. Прекрасная работа, клиентам нравится ваш ремонт. Ну, спасибо, как бы. Так, а какой у нас сейчас уровень получается? 7, обалдеть, представляете, мы уже на 7 уровне. Это у нас получается какая серия сейчас? 9 серия всего лишь навсего. Слушайте, мы очень хорошо движемся, очень хорошо. Я думала, что мы прям впритык к ферме закончим, но нет, мне кажется, раньше. Так, постоянный клиент, кто у нас там? Я их не помню. Так, давайте какие-нибудь уже посерьезнее будем брать, посерьезнее. Ремонт ветеринарной клиники. Страшно брать. Ух ты ж, смотрите, ремонт этажа. Оплата 14 тысяч, бюджет 3 тысячи. Это вообще что такое? У меня есть симулены, а у вас видение. Я хорошо заплачу за ремонт этажа. Просто мне надоела нынешняя планировка. Ну, давайте. Мне, кстати, вот в комментариях мне писали о том, что был такой заказ, и давайте его возьмем, проверим. Слушайте, я прям 5, раз, два, три, 4, 5, обалдеть, 5. И оплата 14 тысяч. Интересно, нам заплатят, блин, 14 тысяч, обалдеть, это можно дом купить за эти деньги. Это за один заказ. Еще бюджет такой маленький. Я бы понимала, если бы бюджет уже был такой 14 тысяч, и делайте все, что хотите, делайте элитный какой-то ремонт, но нет. Ну, блин, мне интересно. Ну, для вас сейчас будет прям 2 секунды, и мы на новом заказе. Итак, наша мечтательная Ханна уже думает, как же потратить мне эти 14 тысяч симолеонов, которые мне заплатят за этот заказ. На что мне потратить? Что купить? Переставить что-то дома? Купить какой-нибудь красивой одежды, еды? Чего?
Можно купить даже целый участок и построить там, э, кого можно построить? Ветклинику, можно построить магазин, ресторан. В общем, много чего можно сделать на 14 тысяч, потому что это целых 14 тысяч за один заказ. Вот. Я немножко, как обычно, переживаю, но я всегда такая. Ну, я себе уже сделала большую чашку чая, потому что заказ у нас большой, мы будем его делать долго, а еще мы здесь были. Мы здесь строили гардеробную. Она вот в этом аппендиксе. Вот она. Кстати, можно даже заглянуть. Слушайте, ну ничего не поменялось. Ну, сейчас мы официально зайдем. Ой, ну только этот дом гигантский. И этаж у них тоже гигантский. Но зато я помню эти, как его, диваны, на которых у Ханны очень быстро развился дискомфорт, потому что они ужасные. Так что первое, что я поменяю, это, конечно же, диваны. Ну, правда, у нас 3000, но если продать всю мебель, попробовать, может, что-то и выйдет. Ну, я, наверное, да, буду продавать всю мебель. Блин, так постучала прям громко. Так, нас пригласили. Вот видите, какое здесь раздолье. Получается кухня, типа столовой и гостиная такая. Слушай, я думаю, нам опять скажут только на первом этаже. Хотя в прошлом заказе я вначале говорила о том, что, возможно, нам опять скажут только первый этаж, поэтому я буду рассматривать только первый этаж. Не было такого ограничения. Здесь посмотрим. Ой, слушайте, у них под лестницей... Ой, ай-яй-яй, нет, стоп. Не туда, нажала. Ну, короче, смотрите, у них ванная прячется здесь. Я первый раз вообще не заметила этого. Круто, очень круто. Я считаю, прям очень классный дом. И здесь, кстати, ванная. Ну, вот гардеробная, которую я делала, которая мне не очень нравится. Она какая-то такая слишком оляпистая получилась. Ну, денег было много, пожеланий тоже. Я сделала все, что смогла. Потому что эта гардеробная сильно отличается от всего вот этого как-то. Ладно, давайте общаться. У нас целых 5 пунктов вот у нас. А почему ты не значишься как клиент? Скажи мне, пожалуйста, такую интересную вещь. У нас только что здесь был дяденька. Куда он делся? Ладно, вот он. Он хочет... Почему нету... Можно попрощаться с клиентом, но почему-то как клиент он не высвечивается. Так, мне это уже не нравится. Мне вообще немножко стрёмненько от этой всей идеи за 14 тысяч. Что-то мне кажется, что он не заплатит нам этих денег. Теперь почему-то как клиенты не высвечиваются. Видите, тоже не клиент. Тоже не клиент. Что это такое-то? Может, я не зашла еще? А, вот тут еще дяденька, я его не заметила. Тоже нет. Так. Я начинаю нервничать и подозревать. Мы же постучали, нас же впустили, правильно? Я же не идиот. Нет. Заходите. Ну и что заходить-то? Что заходить, если вы не клиенты? Ну, вежливо познакомиться. А почему опять вежливо знакомиться, если я уже с ними знакома должна быть? Потому что в прошлый раз я же со всеми познакомилась. Я ребенок, я как бы тоже не очень в восторге от этого всего. Что-то мне кажется, что, блин, тумбочки висят. Так, давайте посмотрим, есть ли взаимодействие как с клиентом. Ну, открывайте, пожалуйста, уже. Есть, это уже хорошо. Ладно. Ну, может, что-то с этим, с подсветкой. Сейчас пойдем к дедуле, он на первом этаже где-то. Она будет с ней общаться, нам нужно найти. Нам, видимо, нужно всех вылавливать вот прям поштучно. Он хотел в ванную, он пошел в ванную, отлично. Идеально. Так. Эти тут делятся впечатлениями. Так. И? Ничего, да? Я так и думала. Я как бы так и думала. Так, нам нужен 3-й этаж. Ну, нет, желтый цвет. Спасибо большое. Ну, я же с вами знакома. Ну, зачем я опять буду знакомиться? Я не понимаю. Ладно, я спокойна, все будет хорошо. Надо подышать в пакетик. Ладно, мы всех опросим. Вот походим, всех опросим, честно. Раз они не значатся как клиенты, все равно они здесь живут. Они, скорее всего, будут принимать участие в окончательном решении. Поэтому мы всех опросим.
Я ж теперь знаю, кто здесь живет. Здесь живет бабушка, дедушка, мама, папа и дочка. Я помню, в прошлый раз бабулю я не опросила. Но вроде все прошло хорошо. Так, и чё? Она решила не идти? Решила ждать? Так, перестань общаться с ребенком, а? К тебе уже мамаша спустилась, а ты все что-то не расчехляешься. Ой, теперь же ж надо их всех ловить по этому гигантскому дому. Итак, все жители дома опрошены. Я реально поспрашивала всех. Я их всех все-таки собрала в одном месте, попытала. И был результат, потому что нам сказали, что фиолетовый и желтый цвет нравится. Нравятся видеоигры, нравится богемный стиль и нравится стиль готической фермы. Это вообще что такое, я не очень понимаю. Но это хорошо, то есть у нас есть стиль, у нас есть цвет, вообще шикарно, я считаю, для этажа это самое то. Наконец-то нам сообщили хорошие, полезные и действительно выполнимые задачи. В принципе, можно со всеми прощаться, переходить в режим строительства, потому что мне очень интересно, есть ли какие-то ограничения, но я уже, в принципе, настроилась на первый этаж, потому что с остальными этажами здесь комнаты личные, здесь больше пространства, вообще, честно, не хочется это все делать. А вот первый этаж, заменить эти диваны ужасные, которые у них там стоят. Потому что, мне кажется, это какой-то, ну, знаете, чуть ли не из базовой игры, мне так кажется, домик. То есть он такой очень-очень старый, то есть у них вообще древняя мебель, которая, да, из базового набора получается. А что ты с ними трындишь, а? Ты же с ними вроде бы должна была попрощаться. Ну, кстати, они так и не высветились как клиенты. И мне немножечко стрёмненько, страшненько, ну что поделать. Вся наша жизнь — это череда. Так, ну иди сюда, делай фотки до. Кстати, телек можем не продавать, телек хороший. А вот все, что его окружает, да, наверное, будем продавать. Продавать. Ладно, встретимся в режиме строительства.
Итак, ремонт окончен, и он, в принципе, окончен только ради того, чтобы показать вам. В общем, я это все делаю только для вас, потому что это был самый выматывающий ремонт пока что в моей жизни, в этой карьере. В общем, все, что я делала, вот все, что я обставляла, кусочки, которые вы увидели, это все длилось примерно 8 часов, ну, где-то так, потому что, "Симсы" решили меня через каждые 5 минут выкидывать из игры. То есть у меня ноутбук просто такой: "Нет, ты не будешь играть в "Симсы". Нет, ты не будешь играть в "Симсы". То есть, да, у меня я увидела только что я покрасила, ну, пусть так и будет. Это ужасно, но я уже не могу ничего сделать. Так вот, в общем, как только я пыталась что-то делать, у меня постоянно, ну как, выпадали "Симсы", и я перезапускала, все заново заходила, и это было так долго, это было невыносимо долго. В итоге я записывала крошечными кусочками, все сохраняла, бесконечно сохранялось через каждые 5 минут. Даже 10 минут я не могла это продлить. Вот, в общем, это кошмар и ужас какой-то был, но я закончила, и я очень хочу сделать это без анонса, потому что, как вы понимаете, я немножечко устала от этого ремонта. Сейчас я его покажу. И сам по себе ремонт, не знаю, мне не нравится. Из-за того, что вот я его так кусками делала, я устала и так далее. И плюс я хотела угодить всем 5 этим пожеланиям, которые они дали. И в итоге получился какой-то такое невыносимое винегретище. Нет, я всё-таки поменяю эту плитку, потому что это ужасно. Это ужасно, тем более, что нас, скорее всего, пригласят еще раз. Вот. Давайте, ладно, чуть-чуть прогуляемся по самому ремонтику. Вот такой вот винегрет раз, с таким вот местом для сидения. Раз, 2, 3. Но зато я им хороший диван поставила. Много хороших диванов. Телек я оставила. Мне казалось, что у меня денег на него не хватит, но в итоге у меня на все хватило денег. Там какая-то женщина за окном смешная идет. Что в ней смешного, я не знаю. Голубое небо, голубое. Так, это у них, типа прихожки. Матенька, да, я теперь везде такое делаю. А у них тут типа столовая. Вот это самая удачная комната, как мне кажется. Она, конечно, ляповатая, но, блин, она самая прикольная. Ну, мне так кажется. Мне больше всего понравилось. Тут эта штука, это там было пожелание с видеоиграми, а видеоигры в определенном цвете, почему я решила сделать. В общем, мне это выбилось на желтый, желтый цвет. В общем, я им поставила. И плюс у них был здесь бар, им оставила этот бар. Вот тоже какие-то украшалки. Это вот все в стиле, в котором нужно, вот эти вот столики. Да, я еще под стиль пыталась подстроиться. И вот эта готичная ферма, собственно говоря, я все сделала в этом стиле. А еще я забыла, что под эти тумбы нету верхних, этих, как их называют, ну, тумб, короче, верхних только. Пришлось как-то импровизировать. Здесь всё очень голое, все не обставленное, потому что я усталь, я ухожу. Честно, какой-то жуткий ремонт. Он меня измочалил. Ну, я правда, я вот заканчивала только ради того, чтобы показать вам, вот, что все таки с этим ремонтом что-то не так. Ну и я забыла перед тем, как, записывать, превьюшку этого ремонта, я забыла сохраниться. И, короче, предыдущая сохранка у меня была еще на прошлом, заказе, поэтому я каждый раз, приходила сюда такая: "Здравствуйте, я ваш дизайнер". Раза 3 или 4 я это делала. Но, кстати, каждый раз все пожелания были одни и те же, в одном и том же порядке, все было то же самое. Ну, то есть ничего не поменялось. Вот, но я это несколько раз проходила. В общем, я же говорю, у меня какая-то эпопея была. 1,5 ночи я это делала. Я это сделала, я хочу уже от этого избавиться. Я уже фотки до-после сделала. Сейчас я поменяю вот эту штуку, что она мне бесит. И мы приступим. Мы, короче, вызовем и быстренько все решим, и поймем, нам заплатят 14 тысяч или нет. В общем, вот, я поменяла на такие, нейтральные деревянные панели светлые. Я думаю, нормальненько будет. Так, куда ты собрался? В туалет? Нельзя у клиентов ходить. Все, давайте вызываем клиентов и идем домой. Отмокать в ванной, отдыхать, гулять с собакой, в общем, наслаждаться жизнью, потому что, мне кажется, после этого жизни нет, после этого ремонта, настолько он тяжелый.
Вообще, кстати, помните, я в первой части говорила о том, что интересно, а все-таки это будет первый этаж или нет? Был, да, первый этаж, ограничения, что можно только и только на нем. Все, давайте без презентации, просто посмотрим, заплатят нам или нет. Не хочу, чтобы они туда ходили, мутили. Мне кажется, что они еще и не будут нормально тут ходить. В прошлый раз... Нет, спасибо. Ну что, пластырь, срываем и ждем. Все, нет, спасибо. И... Офигеть! Офигеть! Что ж, все прошло удачно. Кажется, клиент очень понравилась новая планировка. Внимание к деталям действительно приносит плоды. И для кошелька, и для репутации. Ура! Класс. Нам еще больше заплатили. Представляете? 16 800. Это просто с ума сойти. Это вообще прям... Фух! Это, конечно, не стоило моих личных 8 часов жизни. Но для моего персонажа оно того стоило. Дети все таки довольные, как понравился им всем ремонтик. Случайно не повысили, хотя нас в прошлый раз повысили, чё я вообще губёшки раскатала. Так, ну что, я прям... Фух. Ну, я рада, что хотя бы заплатили. Вы знаете, я уже была как-то готова к тому, что что-то прям накроется, честно признаюсь. Опять эти соседи подумают, те, у которых у нас не получилось столовая, и я их шугаюсь. Слушайте, нам можно просто уже больше не работать. 16 тысяч этого достаточно для жизни. Ремонт библиотеки. А мы уже делали библиотеку. Ремонт гостиной и кухни. Ремонт спортивного зала. Даже не знаю, что... Ну, вот этаж мы только что делали. Мы уже добавляли комнату. Ремонт клуба. Коммерческий участок. Коктейль-бара. Ремонт гостиной. Даже не знаю, что. Дополнительная комната игровая. О, давайте. Слушайте, опять это... Как его называют? Многоквартирный дом. Рискнем? Не рискнем? Игровая комната. Давайте попробуем. Чё? Денег я уже заработала, репутация у нас хорошая. Почему бы не попробовать? Как вариант, в следующей серии узнаете, получится у нас это или нет, или не получится. Что-то мне подсказывает интуиция, что ничего у нас не получится. Но настраиваемся на хорошее. А, кстати, игровая — это взрослая или детская игровая? Ладно, простите меня. На этой веселой, оптимистичной ноте я предлагаю заканчивать. Я тоже пошел, приму ванну или душ, чтобы немножечко отдохнуть и пилить видео дальше. И Ханна тоже поехала отдыхать, так что подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих серий. Пока-пока.